к хирургу. Возьмите повестку. Следующий. Абдулаев, 6-й кабинет. Внимание, начали. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сюда, почтить память моего мужа и отметить его 75-летие. И вас, Шукурака, и вас, Фазылджанака, и вас, Самандарова, и вас, дедушка, и вас, Азизджан, и вас, дорогие мои подруженьки. Мне исполнилось 70 лет, моему Ургашу 75. Мы с ним прожили короткую, но красивую жизнь. Судьба свела нас в 1936 году, когда я работала на станции диспетчером. И он там работал. Сейчас остались в жизни только считанные его товарищи-друзья, которые никогда не забывают нас, хорошо к нам относятся, когда нужно, во всем помогают. Ну вот грянула война. Его взяли в июле 1941 года. Он никакими бронями не хотел прикрыться. Ася сказала мне: Родина в опасности, я должен идти. Я должен идти защищать Родину. Ему тогда было 4 года, Маратику 3 года. Я его просила, умоляла остаться, а он ни в какую. Ты же первый перестанешь уважать меня, говорил он. Нет, не перестану. Я даже грубила ему. Тогда возьми с собой детей. А он смотрел на меня и молчал. Я сейчас только понимаю, что я была не права. И я осталась одна в узбекской махале с 2 детьми. Еще с нами жил дед Хамра, его отец. Ему было 76 лет. Эргаш был всегда со мной. Он писал мне письма, веселил нас, утешал, меня вдохновлял, чтобы я не вешала голову, держалась. Вот. Однажды он написал в письме: как жалко, что я не вижу, как растут и формируются мои дети. Я всегда отсутствую. Ну что ж, вы сами знаете, мои дети сформировались, слава богу. Мне за них краснеть не приходится. Не уходи. Не уходи. Ким, быстрее. Что, плохо? Скорей, скорей.
Дайте человеку лекарство. Дайте человеку лекарство. Дайте человеку лекарство. Твой отец погиб под Вязьмой. Я знаю, мама. Я все знаю. Сколько можно повторять? Твой отец погиб под Вязьмой. Вязьма — это под Москвой. Туда летают самолеты. Надо найти могилу. Надо взять немного земли оттуда. Надо бросить на мою могилу. Могила, моя могила. Надо лекарства вовремя принимать. У тебя есть деньги на билет? У тебя деньги есть, чтобы поехать? Я должен вам уколы делать. Это важнее для меня. Сейчас? А кто тетю Олю встретит? Она будет блуждать по Самарканду. Это нормально? Она первый раз в Самарканде. Моя сестра взрослая, здоровая женщина. Она всегда была очень шустрая. Ты не полетишь? Когда, мама, когда? Скорее, скорее. Там есть архив. Возьми извещение и поезжай. Ну что ты здесь крутишься все время возле меня? Ты мне просто надоел. Еще Оля приедет. Будем тут торчать в тесноте и обиде. Не дергайтесь, мам. Меня на работе не отпустят. Зайди в местком. 40-летие Победы. Я вдова погибшего офицера. А Новый год? К Новому году как раз и вернешься. Вот ты поезжай, а вот к Новому году ты возвращайся. То пересолено, то не досолено. А может, мне там целый месяц придется торчать в архиве. Причуда, дорогая мама, старческие причуды. А помнишь, перед самым тем, как извещение принесли, меня на танцы такой молоденький капитан приглашал. Помнишь? Ты такой всегда был ревнивый. И танцам придавал такое всегда странное значение. И прямо его в живот головой ударил. И меня поцарапал. А я ж танцевать люблю, ну. Что странно. Ну как, слетаешь? Ни в какой живот никого я никогда не ударял. Фантазии, выдумки, все это. Посмотрим, посмотрим. Там видно будет. Я не отказываюсь ехать. Наши спортсмены сильные, ловкие, смелые, всегда готовы встать на защиту Родины. Спартакиада медицинских работников проходит в дни подготовки 40-летней Победы. Физкульт! Привет! Физкульт! Привет! Физкульт! Привет! 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 Та тільки пішов провідник, наляканий цуцик утік. Хопились на станції дно. Ой, лишенько, де ж це воно? Давай рукувати багаж. Диван, чемодан, саквояж. Нет, мне в душе кажется, что он уже согласился ехать в Вязьму. Я его уговорила. Вот мой редикюль любимый. Так, погода стоит замечательно. Нет, я даже почти убеждена, что он в данную секунду покупает билет на самолет. Ага. Вот мои племянники. Друг Аргаша живой вернулся. Вот он сам, Да? Последнего фото. А Ким пусть погуляет, поездит, от меня отдохнет. А это сестра Ольга. А? Ким тоже это полезно. Пускай проветрится. А вот это как раз тогда фотографировали, когда я плов научилась готовить узбекский. Вот. Ну и танцевать по-узбекски научилась, и говорить тоже научилась. А вот это друг Аргаша, Исан Каримович. А главврач должен отпустить Кима. Он уважает моего сына. И к праздникам мне открытки шлет. А вот последнее письмо Аргаша. Я не могу смотреть на обгорелые леса, на людей убитых, на все то изуродованное, что я так люблю. В управлении больше не ходи, не унижайся,
Эти деньги меня не интересуют. Как я боюсь за твою с детьми жизнь. Стой, Веста. Все, поправилась твоя собака. Мама сказала, чтоб я деньги дала. Скажи маме, чтобы она купила тебе шоколад. Спасибо. Главврач зовет. Сейчас иду. Подождите меня, ладно? Shahrimizda 20 mingga yaqin kuchuk mushuk bor. Biri yig'laydi. Biriga parvarish kerak. Nima siz? Ularni xafa qilib ketmoqchimisiz? Sizga o'xshagan, menga o'xshagan insonlardan xafa bo'lgan bir kuchuk o'rmonga borib bo'ri bo'ldi. Mushuk esa tigr bo'ldi. Bilasizmi, bu oyimni iltimoslari. Даю вам только неделю. Успокойте израненное сердце вашей матери. Пожалуйста. Rahmat. Слушаю вас. Там поступила собака больная. Вы будете смотреть ее? Excuse me. Parlez français? No, Sprechen Sie Deutsch? no, I'm English. You understand English? Не понимаю. Water, water. I want water. А, ресторан. Ah, restaurant. Слушай, а их знают? Да гольфа тянут, слушай. Да гольфик всегда тянет. Да джинсы везде навалом лежат. Лежат прямые, а это бананы, Федя. Какие бананы? Ну не фрукты же. Слушай, Гимоля, я тебя все-таки не понимаю совсем. Девочка, праздник, машина. Ты правильно сделал, что едешь поездом, Ким. С самолетом сейчас полная неразбериха. Знакомьтесь, девочки. С наступающим, девушки. Спасибо. Меня зовут Ким, что означает Коммунистический интернационал молодежи. Беба. Гульнара. Людмила. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Людмила Махмудовна смотрела кровь. Говорит, у вашей мамы кровь, как у молодой антилопы. Так что больше соков, больше яблок. И не кисни. Вон твоя сестра в Ленинграде, тетя Оля, мама. Она старше тебя на сколько лет? И то... Так что все будет нормально, все окей. Мама, кушать надо больше. Яблоки, железо в них. Так ты нас учила. Держи хвост морковкой. Морковки-то давно нет, отрезали. Ничего, ничего. Невеста на выданье. Опа! Хорошо, молодцы. Так, еще раз. Сейчас. Опа! Так. Опа, снято. Самолеты не летают, взял билет на поезд. Он уезжает, а мне одному здесь дежурит. Днем и ночью. Лимон, черную икру я достаю. И что, теперь и уколы буду делать? Надо хоть дочку мою прописать.
правильно. Чтоб квартира не пропала. Надо девочку прописать. Мало ли что может Дело случиться. житейское. Да катись ты к черту. Потом интервью по радио, по телевизору. Будет делать Клятва у только, могилы и отца. при её приезде Бальзам для есть сердца повод матери. делать. 40 лет прошло! Хватит, мама! Вечная память! Хватит! Хватит! Да, гадалка-то оказалась права. Какая гадалка? Ну вот та, которую мы одеколон подарили. А мама узнала, нас тапочками за это отлупила. А, И помнишь, когда извещение пришло? Мы к ней побежали, она все повторяла. Пуля в лоб, пуля в лоб. гадалка-то толстая такая, что ли? Да нет, маленькая, худая. Ну и что? Ну как что? Все говорила, когда гадала. Белое, белое, холодно, холодно. А потом письма прислали. Отца убили зимой. Странно, как ты такие мелочи запоминаешь? Отец, это не мелочь. На, держи. Не надо. Это моя заначка. Не надо, но у меня есть. Держи. Найдешь могилу, телеграфируй. Я не могу смотреть на обгорелые леса, на людей убитых, на все то изуродованное, что я так люблю. Как я боюсь за твою с детьми жизни. К бомбежкам уже привык. Вторую ночь вожусь во сне с детьми. То укладываю их спать, то кормлю с ложки. В управление больше не ходи. Деньги меня не интересуют. Мы, военные люди, забыли цену рубля. Когда победим, и деньги, и золото, и слава будут с нами. Извини, что долго не писал. Попали в окружение. Самолет вместо патронов сбросил газеты. Мы их прочли, а потом в несколько слоев обернули вокруг портянок. Стало теплее. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за город, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце Родины моей. Что больше всего волнует человека? Отчего чаще бьется сердце, когда в одиноком заброшенном доме находишь книгу, и любимый стих заложен в высохшем листе?
дом Мальвы. Вот бьется-то сердце, или в этом же доме находишь детскую разбитую чашку. Хорошо. А мне вот еще что нравится. Отчего чаще бьется сердце? Когда видишь полную луну, и тебе не спится. Когда видишь маленькое дитя, которое ест землянику. Или перед смертью видишь белый снег и любуешься, любуешься. Фон 338, опись 87, 12, тело 82, лист 89, фон 338, опись 87, 12, тело 82, лист 89. Здравствуйте. Здрасте. Похоронен в деревне Чащевка, под горным Вязьмом. Вот и все. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет, казак молодой. По Дону гуляет, казак молодой. О чем дева плачет, о чем дева плачет, о чем дева плачет, о чем слезы льет.
Здрасте. Отец Яков, я. Один человек приехал из Самарканда. Говорят, партизаны в 42-м году хоронили 8 солдат за околицей. Да-да. Так один из них отец этого. Отец. Да. Донюшка, ой, Донюшка, ой, Донюшка, да любушка, ой, Донюшка, да любушка, ты люби, ой, Доня, ты люби, ой, Доня, люби, Доня, надо на бой, люби, Доня, надо на бой, а как я, ой, да ты, а я тебе надо Начальник нашего партизанского отряда вызвал Митю и еще 2. За околицей 8 солдат убито. Просит, похоронить их надо. Да положили их рядышком. Один из них смугленький такой. Не отец ли это ваш? Долго яму копали. Холодно, мороз. Ну, пришлось деревянный крест поставить, чтобы память. Да я поцелую Григория! Да я поцелую Григория! Ой, ты подожди, какой... К маме хочу, к маме хочу, мамочка. Ой, ой. Сюда, сюда, гости из Самарканда. За батюшкой. Батюшка, едут, гости едут. Ой, ой, сюда, сюда, из Самарканда, гости. За батюшкой. Видела, она мне ее. Хотела Нам сказали, вот и похоронили.
она проснулась во сне, что все будет хорошо и нормально. Божья Матушка не погибла. Да, и сюда не оказалась, как Божья Мать на шее. Яков Максимович, холодно. Давайте подмогу. И Митя помер, и комиссар помер. Кто же, кроме меня, покажет гостю могилу? Да, постарел отец Яков. Как мог забыть, не сказать нам? Давно бы прах вашего отца лежал бы в братской могиле под мрамором, гранитом. Детишки цветы носили бы. Совсем постарел. Такой был бодрячок, партизанил. Многие служители церкви деньги жертвовали в войну. Танки строили на эти деньги, самолет. Косточки там, у черменки. А почему он босиком? Наверное, обычай у них такой. Чтоб сапогами прах отца не топтать. Народ умный. Сначала пошли 5, потом, если бы пошли 10 человек, в конце концов, всем гуртом организовали бы. Вот тогда бы, наверное, и подумал бы. Заказ-то им надо сдавать в срок. Яков Максимович, вас, наверное, беспокоит, что народ в церковь не ходит, одни старушки. Я из своей деревни ни разу не выезжал. И какой там у вас Самарканд, не представляю. Все, надо полагать, другое. Комаровство вроде полегчало. Смотрите, Полегчало вроде. посмотрите, Да, какая. действительно. Спасибо Ах, за вот угощение. заходите еще к нам, рады таким гостям, заходите. Спасибо. Нет, вы все идете, голову вниз опускаете. Вы вокруг посмотрите, вокруг посмотрите. Когда домой? Сегодня в Москву, а там как с билетом будет? Опоздал я.
Тетка Ольга из Ленинграда приезжает, а я ее не встретил. Görüyorsun mu? Çok mu? Так. Хорошо. Прошлись еще. Хорошо. Повернулись. Правее. Правее немного. Таня, ручку на бедро. Не обвисайте. Хорошо. This square was the main square of the city, especially in the 15th century, when it was under Tamerlane and later under Ulugh. Madame, demande quelque chose. Вы приезжие? Да, я из Ленинграда. А, Ленинград — это прекрасный город. Я там была. Извините, вы не знаете, как... Добрый вечер. Заходите к нам, пожалуйста. Мы вам кое-что покажем. Что? Я не слышу вас. Вы знаете, мы готовим новогоднюю шутку, но у нас нету критерия, нету ориентира. Вы наш первый зритель. Gülşen saz eken saz Üstüge saz ettelik Bu Gülşen seni külem sararlar ettelik diye.
akşam anında sendir kaç sersem dünyaya. Добрый вечер. Я из Ленинграда. Niyamatjon, bu kishi kim? Bilmadim, mehmon bo'lsalar kerak. Buva, ruscha chaling. Асенька, это я, Ольга. Наш самолет посадили в Ташкенте. Я опоздала. Я решила пройтись по городу. Фантастика. Ким не дождался, наверное. А Марат что, на работе? Ты знаешь, я прошла здесь по базару, фрукты прекрасные. Да, здесь до сих пор носят чалму. Я видела одного деда в челме, лицо прекрасное. Я привезла тебе все письма, мы их вместе перечитаем. Ты меня слышишь? Нет, не отвечай, только не отвечай. Да мне хорошо, ведь я же у тебя. А помнишь Якова Леонидовича? Так вот, у него был юбилей. Были его друзья из театра, чудесные, симпатичные люди. Все тебя помнят, кланяются. Да, Потуремский. Ты помнишь Потуремского? Так он целовал мне руку, сказал, жалеет, что у нас тогда ничего не получилось. При этом он почему-то назвал меня Асей. А вообще лучше ключ оставлять у соседей. Мало ли что. Мне неудобно за мальчиков, бегают сейчас по аэропорту. Я буду громче. Не отвечай, Асенька. А лимоны здесь какие, как тыква. Да Я нет. спросила, что это. Ким А мне уехал? говорят, лимон. Марат за хлебом. Хорошо. Вот сейчас Ким в архиве, наверное. Может, уже обратно едет. Горячо. Терпи. Ага. Русские не сдаются. Украинцы тоже. А Потуремский мне говорит. Кто это? Ну, я же тебе рассказывала, как он руку целовал. Да, так вот он приносит мне гвоздики. А я говорю, я предпочитаю розы. Он говорит, сейчас будут. Ой, да Галя и Султан, Украина и Узбекистан. Ой, да Галя и Султан, Украина и Узбекистан. В 19 часов 30 минут передача «Трезвость. Норма нашей жизни». В 19 часов 45 минут новости. Опись имущества, находящегося в одноместном номере гостиницы «Вязьма». Графин – 1 штука. Вешалка для полотенца – 1 штука. Корзина для мусора – 1 штука. Бра настенная хрустальная – 1 штука. Плечики для одежды – 2 штуки. Ключ для бутылок – 1 штука. Туалетная
обращения с государственным имуществом. Ясный день желанный пройдет, и наше горе мы увидим вдали туманной. Пепси-кола, Ася. Никогда этого не пила. Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уж не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Сокровище мое, ты сияешь. Граждане пассажиры, в втором ресторане нашего поезда вы можете встретить Новый год. Имеется разнообразный ассортимент. Холодный и горячий блюд. Çay есть? Станция Кандагач. Третье, четвертое, пятое, шестое. Ох, чайку бы попить. Вот это купе. Венера Усман, берегите голос, не ложитесь головой к окну. Первый у вас концерт. Снегурочка. Добрый вечер. В общем, располагайтесь, как можете. Я в соседнем вагоне. Yaxshi yotib turing. Rahmat. Открыто. Извините.
Yaxshimisiz? Amaki. Ay, barakaldi. Ko'taring. Barakaldi. Yordamingga rahmat aylanay. Yordamingga rahmat. Pul bereyimmi? Bu shaytonlar desa, bo'ldi deng. Bo'ldi deng. Bularni o'rtaysizlar. Qanchiqlarni betan to'polon qilmay Harom boraylik. bo'ladi. Amaki. Cho'ngra. Hech kerak emas, qo'ying, kerak emas. Cho'ngra. Bezor chiqmasa bo'ldi. To'yga olib borajatam. Доброе утро. У вас случайно найдется консерв ножа? Нет, спросите у проводника. Извините. Вафли. Вафли. Больше сметаны. Больше smetаны. Ko'p katta bo'lasizlar-ku axir. Bu nima degan gap bo'ldi, a? Yech. Yura qolinglar tezroq. Saydin xuyobi Извините, это вы поете? Можно послушать? Конечно, конечно. Правда, Гуля? Давайте лучше чай пить. Чай için? Rahmat. Biror narsa olib kelaymi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Извините. Простите. С наступающим. И вас также. Вам можно? Можно. Заходите. Хотите, я отгадаю ваше имя? Интересно. Смотрите мне прямо в глаза. Только не мигайте. Отвечайте, сколько букв в вашем имени? Сейчас, подождите. 4. Точно как в паспорте. Мягкий знак считаете? Да. Гульнара. Гуля. Правильно. А как вы догадались? А мое имя можете определить? С мужчинами не работаю. Вы что, психиатр? Ну, этому в институте не учат. А вон в той книге забавная фотография. Море, пляж, красивая молодая девушка и атлетически сложенный брюнет. В плавках. И что же вы еще можете сказать? В каждом человеке заложены огромные потенциальные способности. Только они об этом не подозревают. Вот хотите, проверим вас? Вы на несколько секунд выходите из купе. Мы сообща загадываем один предмет. Затем вы входите в купе, и мы все усиленно посылаем в ваш мозг информацию, и вы через несколько секунд отгадываете этот предмет. Как интересно. Пожалуйста. Слушайте, давайте договоримся так. Как она только сюда войдет, на что бы она ни показывала, будем говорить правильно. Ясно, да? Я в этом не участвую. Почему? Помогите нам. Давайте подыграем. Можно? Да, можно. Можно. Можно? Стакан. Правильно. Вы молодец, Гуля, угадала. Только нехорошо подсказывать. Я же ни слова не говорила. Это, наверное, Ким. Давайте еще раз. Давайте. Можно. Входите, входите. Кажется, зеркало.
Правильно. 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 Неужели Нет, вам угадала? опять подсказали. Нет, мне Это никто вот не вы подсказывал. подсказали, вы. Да нет же, я сама угадала. Гуля, не будьте такой наивной. Ну почему вы так думаете? Я действительно угадала. Ну, он просто шарлатан. Ну, тогда разрешите мне вас покинуть. Извините, я ухожу. Вы не видели здесь толстого такого в красной кофте? Туда ушел? Аферист, гад. Ой, серьги нет. Это он украл. Странно, как это я угадала? Гуля, извини, но мы тебя разыграли. Разыграли. Это не я. Это все он придумал. Честное слово. Что с вами? Что произошло? Милиция, Керагио. Ну зачем же надо было вмешиваться? Теперь из-за меня. Серьгу стало жалко. Все-таки золотая. Тоже мне рыцарь нашелся. Спасибо. Кому больше сметаны? А фанта есть? Фанты нет. Есть пепси-кола. После сигмасму? Веселиться толком не умеют. Что за манеры, что за тон, и не глядела бы ни танцевать, ни петь не знают. Кто танцорки, кто поет. Kosmonavtlar uchib boradi. Baykonurdan uchdi. Bizning janubiga yo'q. Я в шутку мать на плечи посадил. Но так она была легка, что я не мог без слез и 3 шагов пройти. Граждане пассажиры, желающих встретить Новый год, приглашаем в вагон-ресторан. У нас уютно и празднично, играет музыка. Diqqat o'rtoq passajirlar. Bizning vagon-restoranimizda Yangi yil kutish uchun Добро пожаловать. Не грызи ногти. От тебя научился. К вам можно? Как хотите.
У нас есть осетрина, очень свежая. А я не ела рыбу. А что вы еще не едите? Она никого не ест. И считает, что куры наши сестры. А почему нет фигурных салфеток? Может, директора позвать? Да вы не нервничайте, девушка. Забыли главное правило, что клиент всегда прав. С Новым годом! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю. Танечка, не плачь, Ура! 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 Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Что-то у меня голова болит. Я, наверное, пойду. 가르치즈음 트레마즈음 가르치즈음 트레마즈음 리안 Kuzum Karasida Mardum Kabi Vatan Kılgil Мардум, Kabi Vatan Kılgil Килгин. Еще поживем. Еще поживем. Еще поживем. А почему, собственно, вы мне это рассказываете? Почему именно мне? Знаете, я не настолько любопытна. Хочу и рассказываю, а что? Нельзя? Но можем и сменить тему. Вам нравится осень или весна? Мне нравится и осень, и весна. И зима, и лето. Всему свое время. Вы за солнце или за луну? Какой влюбчивый. Да, я очень влюбчивый.
Не заходите, я переоденусь. Да пустите же. А я буду рассказывать, слышите? Хочу и буду. Оставьте меня, наконец. Тетя Ира! Тетя Ира, откройте же, это я, Гуля. Откройте. Тетя Ирочка, Альтамос, посидите со мной, чай попьем. Моя козамози, любимая, рагя пляшего треля, я пойду спать к тебе. Ой, ушли. Ну, расскажите же что-нибудь. Как этого добивались и молчите? Ким! 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 Наш главврач говорит, что собаки, когда-то обиженные людьми, убежали в лес и стали волками, а кошки превратились в тигров.
Мама была украинкой, очень красивая. Я был влюблен в нее. Странно. Самые значительные эпизоды моей жизни произошли в детстве. Покажу, за спичками играть. Я унукуюсь. Buyurun kızım. Güzelce geçireyim kızım. Buyurun.
Валя, 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 Валя. Nima bo'lishi kerak? 1000 yil yashaganman. Juda qarib ketyapman-ku. Вот так и живу с колокольчиком. Я сейчас вдруг вспомнил лицо отца и его улыбку. Мы куда-то летели, мне было 3 года. Марат спал на руках у мамы. В проходе лежали коробки, ящики. А я боялся посмотреть в окошко. И всю мою жизнь мать убеждала меня, что отец в ту минуту стоял рядом и улыбался мне. Как я мог это забыть? Как вы думаете, разрешат отцу памятник поставить? Мы с братом денег накопим. У меня друг архитектор, Серго Сутягин. А маму я к лучшим профессорам повезу. Если надо, к Джуне, к тибетскому врачу Галдану. Я ее поставлю на ноги. Дали человеку лекарство.
Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце Родины моей. Кипучая, могучая, никем не победимая страна моя, Москва моя, ты